Всем привет! Сегодня я расскажу про класс минометчиков. Тот случай, когда можно брать топ-1, не выходя с респа. Тот случай, когда можно играть одной рукой. Тот случай, когда ты одноклеточный. Однокнопочный. Но обо всем по порядку. Мы начинаем. Класс минометчиков, как и любой другой, открывается прогрессом кампании. Далее выбираем его в качестве активного. Все как всегда, ничего нового. Про снаряжение. Все, что нужно минометчику, непосредственно миномет. Удивительно, правда? Пригодится и аптечка на всякий случай. Все остальное значения не имеет. Про перки. Специалист данного класса обладает бонусом плюс 2 к живучести и обращению с оружием и штрафом минус 1 к скорости. Пассивный перк минус 17,5% к эффекту тряски рук, вызванного взрывом рядом. Среди перков каких-либо важных для минометчика нет, разве что общие перки на скорость и выносливость, которые позволят быстрее убежать в тыл в случае опасности. Ну и немного развеем мифы про другие перки, которые, по мнению некоторых игроков, на что-то влияют. Плюс 50% дальность метания гранат. Метаем мы не гранаты, поэтому что с перком, что без него снаряд летит на одно и то же расстояние. Максимальное и минимальное значение также не меняется. Следующий перк плюс 12% скорость перезарядки ручного оружия. Миномет, что логично, к ручному оружию не относится, поэтому на его перезарядке это также никак не сказывается. Пассивный перк класса на уменьшение тряски рук при взрывах рядом, равно как и аналогичный ему выбираемый перк, на тряску камеры при выстрелах также никак не влияют. Про отряд и его прокачку. Первым делом прокачивается синяя ветка. Первое улучшение на опыт, и следом двигаемся к открытию слота инженера, он крайне важен для отряда. После завершаем синюю ветку, прокачивая все на опыт отряда. Потом приступаем к красной ветке, либо добавляем еще одного минометчика в отряд, если есть необходимость развивать сразу несколько специалистов одновременно. Опционально можно добавить радиста в отряд, чтобы периодически устраивать небольшой армагеддон из града снарядов, миномета и артиллерии. Хотя кулдаун в 4 минуты это довольно долго, и сильного эффекта артиллерия не принесет. Остальные классы в принципе не важны, в идеале с противником встречаться не придется. Разве что можно добавить в отряд других специалистов-нахлебников, которые будут получать опыт за ничего не делание. Далее о том, как пользоваться минометом. Для установки миномета нажимаем левую кнопку мыши. Следующее нажатие на левую кнопку приведет к выстрелу. Правая кнопка соберет миномет обратно. Самый важный вопрос, как прицелиться туда, куда нужно. Движением мыши вперед-назад выбираем дистанцию выстрела в пределах от 50 до 253 метров. А движением влево-вправо выбираем направление. Выбрать правильную дистанцию до цели нам помогут метки и маркеры на карте. На метки союзников полагаться как всегда не стоит, а для установки маркера необходимо открыть карту, нажав клавишу М, после чего включить интерактивный режим, нажав Alt, и правой кнопкой мыши либо двойным щелчком левой установить маркер. Ну а чтобы знать, куда поставить метку, в идеале нужно знать карты и хорошо на них ориентироваться, а также уметь читать простейшие карты. Точность миномета, как мы видим, не идеальная. И не забывай, что при повороте на один и тот же угол, расстояние между двумя попаданиями будет разное в зависимости от дистанции стрельбы. Так, например, при 50 метрах и повороте в 10 градусов оно составит около 8 метров между двумя попаданиями. А при дистанции 250 метров и том же угле поворота в 10 градусов расстояние между попаданиями будет уже порядка 40 метров. Проще говоря, чем больше дистанция, тем точнее следует корректировать угол поворота. Время полета снаряда зависит от дистанции. Для 50 метров это примерно 10 секунд. Для 100 метров также 10 секунд.
и на максимальной дистанции около 7 секунд. Стрельба при наличии препятствий или крыши невозможна, снаряды не долетят до цели, а упадут где-то неподалеку, но к детонации это не приведет. Ну, я был бы не я, если бы не попытался выпилить себя своим же минометом. Уф, бедняга. Ну что ж, с теорией закончили, настало время практики. В бою следует выбрать позицию подальше от линии фронта и вне зоны прямой видимости противника, где-нибудь в низине или за препятствием. Инженерам следует возвести ящик с боеприпасами, а минометчикам сесть прямо перед ним. Далее выбираем зону обстрела и ставим маркеры на карте. Стрелять в одну точку все время неэффективно. С каждым выстрелом следует менять немного угол поворота и дальность выстрела, охватывая большую площадь. Одной рукой врываемся в топ-1, а другой, конечно же, держим чашечку горячего чая, неспешно его попивая. Закончились боеприпасы, пополняем. Закончились в ящике, сносим старый и возводим новый. Повторять до победы. Ну или поражение, нам не принципиально. Ну и напоследок, как средство против бронетехники, миномет не слишком эффективен. Чтобы нанести хоть сколько-нибудь значимый урон, необходимо попасть точно по танку. А учитывая не лучшую кучность, время полета снаряда, за который танк может просто покинуть место обстрела, и факт того, что приходится стрелять почти вслепую, уничтожение танка минометом больше сводится к случайности, чем к точному расчету. Тем не менее, это возможно. Ну а на этом у меня все. Если видео понравилось, поделись им с другими, подпишись на канал и заглядывай на стримы. Если не понравилось, все равно поделись, подпишись и так далее. До новых встреч когда-нибудь.